Весь Советский Союз говорил об Ане и Тане Коркиных, первых разделенных сиамских близнецах. Девочки появились на свет в 1990 году. Врачи были расстроены, когда увидели, что дети отличаются от других. Молодая мама расплакалась, когда к ней принесли дочек. Женщине было сложно смириться с тем, что у нее появились сиамские близнецы. Глядя на Аню и Таню сейчас, сложно даже представить, что когда-то они отличались от обычных детей. Врачи хорошо постарались, когда проводили операцию по разделению близнецов. Женщина, которая родила близнецов, узнала о проблеме во время УЗИ. Врачи сообщили ее о том, что у детей 1 на 2 живот. Тогда до родов оставалось несколько месяцев, и Вера не могла решиться на прерывание беременности. Ее супруг плохо воспринял новость. Он настаивал на избавлении от детей, но женщина была против. Она слишком долго ждала своих дочек, чтобы теперь их потерять. Когда малышки появились на свет, отец пришел в роддом. Он надеялся на то, что врачи ошиблись. При виде сиамских близнецов он сильно расстроился. Супруг бросил Вере букет цветов и навсегда ушел из ее жизни. Женщине было тяжело растить особенных детей. Ей хотелось, чтобы Аня и Таня ничем не отличались от других девочек. Веру поддерживал хирург Лев Новокрещенов. Именно он решил, что девочек нужно оперировать в Челябинске. Все московские клиники не соглашались проводить непростую операцию, которая на тот момент редко практиковалась. В СССР и раньше пытались разделить детей. Все операции заканчивались неудачно, поэтому Вера сильно рисковала. Лев Новокрещенов не только хотел разделить близнецов, он твердо говорил, что выжить должны обе девочки. Он не соглашался на другие варианты. Врачи долго готовились к операции. Им потребовалось примерно месяц, чтобы собраться с силами. Хирургическое вмешательство было проведено 17 мая 1990 года. Именно этот день для девочек стал вторым рождением. Вера сама растила детей. Отец девочек хотел вернуться в семью после того, как узнал об удачной операции. При этом женщина не смогла его простить, ведь мужчина исчез именно тогда, когда ей нужна была поддержка. Семье было тяжело жить, приходилось голодать, долгие годы копить на телевизор и магнитофон. Администрация города выделила семье двухкомнатную квартиру, потому как Вера с дочками жила в старой коммуналке. Все же им удалось пройти через этот непростой период. Девочки выросли, и сейчас сложно даже предположить, что когда-то они были сиамскими близнецами. Девушки до 14-летия время от времени проходили медицинские обследования. Врачи хотели убедиться, что с детьми все в порядке. Результаты были положительными, и особых проблем со здоровьем не наблюдалось. До 10 лет Аня и Таня даже и не думали о том, что они сиамские близнецы. В школе девочек часто обижали, так как дети считали, что у них много денег. Сверстники завидовали близняшкам и полагали, что те ни в чем не нуждаются. На самом деле вся семья жила на скромную зарплату Веры. У девочек не было инвалидности, поэтому им не выплачивали субсидии. Аня стала яркой девушкой, которая любит носить женственную одежду. Она часто красится в белый оттенок и чувствует себя привлекательной девушкой. Таня совсем другая по характеру. Ей нравится спортивный стиль в одежде и короткие стрижки. Девушка чувствует себя уверенно в подобном образе и не переживает о том, что совсем не похожа на сестру. Женщины работают на рыбном заводе и стараются всего самостоятельно добиться в жизни. Таня считает себя целеустремленным и твердым человеком. Она верит в то, что сумеет пробиться в жизни. Аня более мягкая и податливая по характеру. Она во многом полагается на сестру. Сейчас девушкам 29 лет, и они пока не вышли замуж. Близняшки признаются, что у них есть поклонники. Девушки не торопятся вступить в брак, так как им нужно сначала построить карьеру. Детей у Ани и Тани нет, пока девушки не стремятся познать материнство. Девушки не испытывают проблем со здоровьем, а проведенные операции им напоминают только шрамы на животе в области пупка. Известный доктор Лев Новокрещенов умер в 2016 году. Он прожил 89 лет и за это время сумел помочь многим людям. В Челябинске открыли мемориальную доску, посвященную великому хирургу. Люди решили увековечить память о нем и его достижениях. На открытии были Аня и Таня вместе с мамой. Они благодарны великому доктору за то, что он помог им в детстве. Если бы не Лев, девушки не смогли бы полноценно жить. Великий человек не побоялся рискнуть и провести тяжелую операцию. Он понимал, насколько это опасно, но захотел помочь девочкам. Теперь они стали совершенно обычными людьми, которые могут жить отдельно друг от друга. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.